Я не раз вскользь упоминала о том, что эволюция – это недоказанный факт, а доминирующий нарратив, который держится на допущениях и повторении, а не наблюдаемой реальности. Поэтому сегодня я разберу эту тему подробнее и сделаю видео, на которое можно будет ссылаться всем, кто хочет глубже разобраться в вопросе. Эволюцию никто никогда не наблюдал. Наблюдают адаптации, мутацию, вырождение, отбор внутри вида. Но рыба стала коровой существует только в учебниках и презентациях. Макроэволюция целиком умозрительная. Это не эксперимент, а сюжет. Но давайте по порядку. В основе эволюционной картины мира лежат 4 ключевые идеи. Ни одну из них никто никогда непосредственно не наблюдал. Первая идея заключается в том, что жизнь появляется из нежизни. Утверждение о том, что жизнь возникла из неживой материи, выглядит не просто недоказанным, а откровенно фантастическим. Учитывая, что некоторые коллеги и так считают меня немного странноватой, я иногда думаю, а что если прийти и заявить, что новая газовая турбина возникла сама собой? Просто металл случайно организовался в работающую машину. Как вы думаете, после такого меня наконец-то начнут считать нормальной? И турбина не претендует на свойства живого. По сравнению с живой клеткой газовая турбина вообще примитивна. Если самопроизвольное появление турбины кажется абсурдным, почему самопроизвольное появление клетки считается очевидным? У нас нет ни одного наблюдаемого примера того, как живое возникло из неживого. Вся наша повседневная реальность показывает обратное. Жизнь происходит от жизни, дерево появляется от другого дерева, человек от других людей. Никто никогда не видел обратного. Ни в природе, ни в лаборатории, ни где-либо еще. Мы видим воспроизводство уже существующей жизни, а не ее самопроизвольное возникновение из набора химических веществ. Без этой бредовой первой идеи вся эволюционная картина мира лишается своей отправной точки. Уберите ее, и рассказывать будет уже не о чем. Давайте посмотрим, что они пишут в мейнстриме. Эта идея называется абиогенезом. Возникновение жизни или абиогенез. Альфа – отрицательная частица, биос – жизнь и генезис – происхождение. Абиогенез общепринято считать недоказанной гипотезой о происхождении жизни. Это не мнение альтернативщиков и не позиция критиков эволюции. Это именно научный статус вопроса на сегодняшний день. Так если отправная точка всей эволюционной истории считается недоказанной, то насколько серьезно стоит относиться ко всему, что настраивается поверх нее? Самый первый шаг остается гипотетическим, но все, что следует за ним, преподносится как нечто бесспорное. Но без этого первого шага никакой эволюции просто не с чего начинать. Поэтому где-то между неживой материей и первой клеткой появляется первичный бульон, после чего ученые предпочитают поскорее перейти к более понятным темам. Несколько страничек о том, как жизнь якобы зародилась из нежизни, и можно двигаться дальше, к рыбам, обезьянам и человеку. Первичный бульон выполняет роль магического портала. Пока мы находимся по одну сторону, у нас есть только химия. Как только мы переходим через портал, перед нами уже живая клетка со всей ее невероятной сложностью. После возникновения Земля представляла собой знойную и горячую сферу без жизни. Спустя же 4,5 миллиарда лет природа оказалась представлена многочисленными формами ныне живущих организмов. Тут, портал сработал. Они сами здесь признают, но как это бывает зачастую, бронежилет теории не выдерживает обстрела реальности. Концепция бла-бла-бла имела серьезные недостатки. Именно поэтому первые организмы могли укрываться в минеральных осадках, имея доступ к продуктам фотохимических реакций. Нами были описаны места возможного возникновения абиогенного синтеза органических соединений с содержанием нужных для этого веществ. Если спросить, откуда взялась первая клетка, ответа нет. Но есть последовательность сценариев, каждый из которых должен безупречно сработать для того, чтобы перейти к следующему сценарию. Как будто вам объясняют происхождение газовой турбины через 10 последовательных возможно. Возможно, появилась руда, возможно, она сама очистилась, возможно, сама превратилась в лопатки, возможно, лопатки сами собрались в ротор, возможно, ротор оказался идеально, случайно отбалансирован. Так, для информации, балансировка крупного ротора газовой турбины занимает несколько дней.
и так далее до работающей турбины. И все эти, возможно, проклетки по отдельности и могут звучать научно. Но если объяснять что-то через 20 последовательных «возможно», обычный вопрос не будет считаться закрытым. Однако именно так его обычно и преподносят. Эволюция хоть и теория, но подается не как одна из возможных моделей прошлого, а как установленный факт, по которому осталась лишь пара незначительных деталей для уточнения. С несостоятельностью первой идеи все понятно. Вторая идея эволюции заключается в том, что все существующие формы жизни сегодня произошли от одноклеточной. Многие не знают, что хотя одноклеточные формы жизни и существуют, мы их называем бактериями, частицами, как угодно. Нет двухклеточных, трехклеточных, четырехклеточных и даже пятиклеточных форм жизни. А ведь именно эта цепочка продемонстрировала бы путь от простого к сложному. То есть переход идет сразу от одноклеточных к сложным формам жизни. По одну сторону находятся одноклеточные организмы, по другую сторону уже оказываются сложные многоклеточные формы жизни. А все самое интересное происходит где-то внутри этого портала, якобы за миллионы лет, куда никто не может заглянуть напрямую. Когда речь шла о происхождении первой жизни, нас ждал первичный бульон. Когда речь заходит о происхождении сложной многоклеточной жизни, появляется еще один переходный участок повествования, в котором глаз, нервная система, кровообращение и мозг постепенно собираются сами собой. Если завтра выяснится, что газовые турбины размножаются почкованием, наверное, многие просто попросят ссылку на статью. Статья «От бульона до эукариот. Первый организм и наш древнейший предок». Пишут, последним универсальным общим предком всего живого на Земле является Лука. Last Universal Common Ancestor. Лука – это гипотетический прокариотный организм, от которого могли бы произойти все три современных домена существ. Гипотетический организм, от которого могли бы произойти все современные формы жизни. Коллеги, внимание! Существовал гипотетический механизм, от которого могли бы произойти все современные газовые турбины. В инженерии никто не говорит «ротор превратился в компрессор», «компрессор превратился в камеру сгорания», а потом все это как-то оказалось одной работающей турбиной. Все детали выполняют разные функции и существуют одновременно. Также и одноклеточные и сложные многоклеточные организмы не обязаны быть звеньями одной непрерывной цепочки происхождения. Они могут быть просто разной формой жизни, появившейся уже в готовом виде. Третий постулат эволюции заключается в том, что время и случайность являются движущей силой эволюции. Однако время работает против эволюции. Время само по себе ничего не создает. Во всех известных нам системах время работает в сторону разрушения, износа, деградации. Это соответствует тому, что физики называют вторым законом термодинамики или ростом энтропии. То есть теория эволюции идет против закона физики. Ну, как всегда с этими супертеориями. После первичного бульона и гипотетического общего предка время и случайность уже вообще не удивляют. Вероятность того, что даже относительно простой белок случайно соберется в рабочую структуру, оценивается как 1 к 10 в 130 степени. Это уже не статистика, а математический некролог для первичного бульона. Время и случайность не делают эволюцию более вероятной. Наоборот, они делают ее абсолютно невозможной. Я проработал в инженерии всю свою жизнь и не собираюсь верить в какие-то навороченные случайности. Особенно, когда эти случайности должны объяснить происхождение всей жизни на Земле. 4-й сезон нашего эволюционного сериала преподносит небольшие вариации внутри видов как доказательство макроэволюции. То есть нам говорят, раз кошки бывают разных цветов, а собаки разных размеров, значит рыбы превратились в коров. Проблема только в том, что первое утверждение мы непосредственно наблюдаем, а второе лишь предполагается. Это примерно как показать человека, который переставляет мебель в квартире, и потом заявить, что тем самым доказана возможность самопроизвольного строительства небоскреба. Опять сторонники эволюции проходят через портал от наблюдаемых изменений внутри существующих организмов к утверждению о происхождении всех форм жизни друг от друга за какие-то там миллиарды лет. Если кратко подвести итог всему сериалу, то выглядит это так. В первой серии жизнь каким-то образом возникает из нежизни. Во второй серии вводит гипотетического предка всего живого. В третьей серии время и случайность внезапно становятся творцами. Время и чудо в их теории синонимы. В 4-й серии различия между породами собак превращают в доказательство происхождения всех видов. Я едкая, потому что меня бесит, что нас всю жизнь кормили этой несусветной лажей. Эволюция – это не наблюдаемый процесс, а попытка объяснить события, которые никто никогда не видел.